Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу посмотреть деток, которые у нас рождены, начиная с 2020 года. Посмотрим. Ну, пока здесь у нас до 23-го, но глянем. Может быть, и дальше пойдем. Итак, дети, которые приходят сейчас, то есть дети абсолютно отличные от нас, от наших поколений, очень нестандартные. Часто, кстати, им ставят диагноз аутизм, да, но не понимают, что на самом деле у этих детей происходит внутри. Смотрите, то есть это дети, которые у нас именно рождены на подсознании. То есть у них уже вот эта вот телепатия, так называемая эзотерика, то, что для нас диковинка еще в какой-то степени. То есть у них это на этом уровне, то есть они уже родились все такими. То есть то же самое, видишь, опять же повторюсь, они эзотерики от природы, они уже совершенно другое поколение. То есть они другая цивилизация, я бы еще так назвала. То есть поэтому с ними надо уметь. То есть у них очень хорошо подсознание развито, они в основном у нас доноры, гипердоноры. Это значит, что, опять же, повторюсь, эзотерики, то есть притом родовые эзотерики, мощные такие. А их родители, скажем так, к примеру, вампиры. Да? И тут как раз происходит такое, что детям просто неинтересно разговаривать с родителями. Поэтому очень часто бывает, что дети еще и молчат. То есть очень долгое время молчат, то есть там до несколько лет не хотят разговаривать, потому что им просто скучно. Они пришли сюда мудрецами, они уже пришли с палатой знаний, вот, а родители их просто-напросто не понимают. А родители еще пытаются в нашу вот, в социальную обстановку их вести, они не хотят. То есть у них есть свое мнение уже от рождения, чтобы вы понимали. Поэтому просто такая просьба тем, кто у меня вот переживает за то, что там ставят диагноз аутизм или что-то еще, пожалуйста, не паникуйте. Здесь все-таки есть такое, что просто врачам иногда легче так. То есть не знают, как определить. То есть это люди, вот опять же, эти детки, они с эмоциями, у них тоже это все есть, но и не хотят говорить, им скучно. И, кстати, раскрываются они в основном, если рядом находится биоэнергия. Тогда они болтливые и все на свете. То есть, и, кстати, вот с ними действительно не надо разговаривать. То есть там достаточно посмотреть в глаза, и там все вопросы, ответы, все есть. Итак, давайте посмотрим. Дети, рожденные в 2020 году. Кто они у нас? Так, смотрите, это дети, которых надо как раз обучать, что такое черное, что такое белое. То есть они во многих вещах просто-напросто слепы. Они, то есть они пришли сюда с другими эмоциями, то есть и поэтому этих деток надо им показать, как правильно делать. То есть не забывайте об этом, вот эту вот следственную связь, да, то есть если вы говорите человеку нет, ребенку, вы должны объяснить, почему нет, то есть он не знает многих вещей. Вот ваша задача их обучать. Теперь смотрим по рунам. 20 год. Так, эти люди пришли не просто так, они пришли, опять же, повторюсь, сознаниями, это одно. Еще они уже взрослыми пришли сюда, то есть и люди, которые понесут энергию, то есть именно изобилие. Не обязательно, что это у нас деньги, то есть это энергия изобилия, это у нас, знаете, вот как, если в семье не хватает какой-то определенной энергии для развития этой семьи, то этот ребенок как раз ее принес. То есть родители ее будут брать, и то есть будут развиваться, то есть будут куда-то стремиться. То есть это такие дети очень интересные. У них, кстати, очень часто бывают страхи, чтобы вы понимали, то есть потому что, опять же, они их как вот закинули, как, скажем так, рыбку на сушу выкинули, и она не понимает, что происходит. То есть поэтому тоже надо все время с ними пытаться поговорить, то есть объяснять какие-то вещи и научиться их слушать. Тоже, чтобы вы это знали. Так, следующие детки. 21 год. Так, 21 год. Это у нас уже люди, которые мощь приносят в этот мир, энергию. То есть то, что, в принципе, вот смотрите, то есть до 22 года у нас была обстановка одна, после 22 она прорвалась. И как раз 21 года они принесли эту энергию. То есть они задействовали, то есть колесо так называемое, они были толчком, эти дети, вот с этой энергией. То есть они как бы понеслось то, что должно вылезти наружу, оно вылезло просто-напросто, оно раскрылось. Тоже, опять же, повторюсь, за счет этой энергии. И в семьях также бывает. То есть, например, если там, как вам сказать сейчас, мама с папой не могли нормально жить, да, но все-таки терпели друг друга. Когда пришел этот ребенок, он просто-напросто довел эту ситуацию до пика. То есть либо они вместе остаются и у них все-таки любовь, либо они полностью разрывают и расходятся. Так, руны для этих детей.
Так, вот эти дети, да, они как раз сделали перезапуск так называемого времени, то есть, ну, планеты где-то в какой-то степени. То есть это то, что должно было произойти, оно сейчас прорвало, и оно произошло. То есть с приходом, опять же, этих детей. То есть они в жизнь воплотили некоторые тайные смыслы, некоторые тайные какие-то загадки, ну, тайные загадки, глупо сказано, но какие-то тайные вещи, то, что скрывалось, они, вот этот нарыв, они раскрыли. Так, теперь 22 год. Вот. А 22 год он реализует, то есть то, что 21 год запустил, 22 год жестко понес вперед. То есть может растоптать, как говорится. То есть дети могут быть спокойны абсолютно. Опять же, я говорю, это энергия. То есть это дети у нас, ну все двадцатники, да, они все у нас доноры в основном, то есть гипердоноры. То есть они как раз дали вот эту вот мощь вот эта, и 22-й он понесся вперед. То есть они заставили всех двигаться в любом направлении. Кому-то хорошо, кому-то плохо. То есть, но это очень тяжелое такое время, естественно, 22-й год. Да? То есть они эту энергию принесли. Энергию власти, энергию мощи. Поэтому родителям, я бы сказала, где-то в какой-то степени вы можете этим пользоваться. То есть открывать свои дела или что-то еще. То есть у вас будет получаться. Вы будете просто нестись по полной программе. Сейчас мы посмотрим, что руны скажут по 22 году. Да, пришли в мир не просто так, то есть открыли скрытое, то есть раскрыли то, что зло, то, что черное, то, что негативное, то есть они этот, опять же, нарыв, они его вскрыли, то, что должно было выйти наружу, вот такое вот. То есть этим деткам достаточно сложно, здесь такое идет, они всегда требуют помощи. То есть они просят просто помощи, при этом не говоря ничего. То есть здесь такое, что даже говорить не надо. То есть их надо обучать. То есть они не знают, что такое слово табу. То есть их надо этому обучать. То есть что что-то можно делать, что-то нельзя делать. И еще этих людей, то есть этих детей, надо в будущем всегда куда-то двигать. То есть направлять. По выбору профессии, вот эти вот вещи. То есть им надо направлять. То есть они дают энергию, но они не могут сами двигаться. Чтобы вы понимали. Так, сейчас мы посмотрим еще 23-й год, что это у нас за год. Так, а вот 23-й, эти дети уже, они приносят обновление. То есть это вот как зима уходит, весна приходит, да, то есть они приносят обновление, то есть это люди, которые принесли энергию нового, то есть это знание, то есть уже по-другому на мир смотрят все вокруг, то есть уже все вот, это дети вот таких знаний, опять же повторюсь, то есть подсознание и знание, то есть это как великие маги в этот мир пришли, да, и вот произошло тоже вот это вот движение произошло куда-то, то есть вы посмотрите, как у нас с этим приходом этих деток всех, как у нас вот обострилось то, что люди видеть начинают, слышать, то есть они эту энергию все в этот мир запустили. Так, теперь смотрим руны по 23-му году. Это огонь. То есть они, кстати, эти дети, они могут очень так серьезно так сжигать, я бы еще сказала. То есть они могут быть очень злыми. То есть это они, во-первых, показывают весь мир, они показывают ваше отражение, то есть они отражают вас, чтобы вы понимали это. То есть они очень креативные, они очень раскрытые будут. Да? Но опять же, эта энергия, она очень непростая, которая в этот мир ворвалась. То есть они могут уничтожить все, что мешает, и при этом или наоборот дать вот это тепло. То есть здесь либо-либо. То есть у этих детей так происходит. Что у нас еще? Это люди, которые со стороны будет казаться, возможно, что они очень много игнорируют. То есть, что они где-то вас не слышат, не хотят что-то делать, поэтому их надо уже обучать тоже, опять же, каким-то вещам таким человеческим. То есть, обязательно. Потому что они у нас все на верхних волнах таких. То есть, все дети двадцатники на волнах. И теперь давайте еще посмотрим 24-й, я думаю, этого будет достаточно. 24-й год. Время расчета. То есть это люди, которые пришли с таким, они успокаивают, с одной стороны, да, то есть и они заставляют задуматься. И они сами такие будут, они будут все время в думках каких-то, это одно. Но еще 24-й год, это тоже непростой год, это когда эти люди в будущем, в далеком будущем, они могут хорошо также зарабатывать, то есть достигать успехов в спорте, в чем-то еще, то есть в каких-то своих талантах, то есть они все это могут делать. Но, опять же, их все время надо будет наталкивать на это. И это 24-й год для меня сейчас, мне просто сейчас показывают, это люди, которые
откроют для нас совершенно новые там научные какие-то открытия такие, совершенно то, что нам сейчас даже в голову не может уложиться. То есть это как раз те люди, которые это все откроют. Такие исследователи, я бы сказала, да, то есть вот это как раз. И теперь смотрим руны для этих детей. Да, они делают новое начинание, то есть они постоянно что-то новое будут начинать. И также, смотрите, то есть это люди, которые придут в самый кризис. Здесь идет такое, что это они приходят в мир, когда кризис. Те, которые они все-таки дадут, покажут, вернее, какие поколения были слабыми, а какие поколения были сильными. То есть они вот как раз пришли для того, чтобы где-то отсеивать. То есть не нужно, опять же повторюсь. С чем им надо работать и куда их направлять? Это всегда показывать им цель, куда им двигаться. Потому что, опять же, энергия подсознания есть энергия движения, но она неполноценно срабатывает у них. Ну, чтобы вы это знали. Так, я думаю, на этом хватит. 25-й мы пока смотреть не будем. Возможно, в далеком будущем. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Тогда у вас будут приходить обновления, и будут приходить у вас именно когда я в эфирах, либо видео выходит. И ставьте лайк. До свидания, мои хорошие.